Сорвиголова, рожденный заново. Насколько же громко и смело это звучит. Буквально два слова, которые идеально отражают суть персонажа. Всю свою историю Мэтт Мёрдок вынужден страдать, претерпевать лишения, терять близких, опускаться на самое дно, а затем через боль, кровь и слезы перерождаться и заново собирать жизнь по кускам. Как бы да, можно сказать, типичный путь тысячеликого героя, из грязи в князи, вся хуйня. Однако истории про Сорвиголову выделяются на фоне других. В первую очередь благодаря масштабу самого падения. Вон условному Человеку-пауку для переосмысления всей жизни достаточно проиграть пару битв там Гипно-Хаслеру. Hustle, hustle, hustle. Сорвиголову же судьба каждый раз даже не бьет под дых. Она вставляет перо под ребро, срет в рот его матери и уничтожает все, чего он когда-либо достиг. Вспомните хотя бы сюжет Фрэнка Миллера, от которого и пошел тайтл Born Again. Вот этот вот добрый, милый мир Марвел. В первой же сцене девушка Мэтта за дозу героина продает его тайну личности Кингпину, который начинает методично уничтожать жизнь Мёрдока, лишает его денег, работы, дома. Так что по итогу еще вчерашний успешный адвокат и супергерой оказывается лежащим подворотней в снежную бурю без друзей и какой-либо надежды на будущее. И вот из такого состояния буквально бомжа протагонист вынужден круто звучит, Legendary дерьмо, вся хуйня, но почему со времен рожденного заново так и не вышло ни одного настолько же определяющего рана? Типа ты открываешь буквально любой том Daredevil за последние лет 30, и тебя въебало опять тычет эту изрядно заебавшую тему о погружении на дно, последующем плапе в небесах, вот эту вот трудность пути, чувак. Получается, за красивыми словами там правосудие, ёпта, слепо. Или формулировками разряда Born Again, Winter Arc, да Иван в этой суке. Скрывается действительно важный вопрос. Почему Сорвиголова никогда не родится заново? Вообще, Сорвиголова — один из самых, как называют на Западе, controversial героев комиксов. Мэтт — католик, который по ночам одевается в костюм дьявола. Адвокат, каждый день ставящий себя выше закона. Слепой, способный видеть десятки раз лучше обычного человека. Подобные несостыковки — настоящий подарок для сценаристов. Вон в марвелском сериале Мёрдок даже трико не носит большую часть эпизодов. И они от этого не то что менее интересные и драйвовые, а наоборот, чуть ли не лучшие в сезоне. Как он ходит по судам, распутывает дела, погружается в юридические тонкости. Там этот дебилизм с клонами спандексе нах не нужен, и по итогу лишь испортил мне впечатление от просмотра. Короче, Сорвиголова настолько в сути своей комплексный герой, что выцепив лишь одну часть его идентики, уже можно написать крутое произведение. Отчасти из-за этого бытует мнение, мол, у Daredevil каждый ран как на подбор, шедевр, смак, мякотка. Но никто не говорит, что у подобной глубины героя есть и свой дроубэк. Зачастую обилие тем заставляет сценариста, работающего над персонажем, впасть в ступор. Ну, ты типа видишь, сколько всего интересного, ты хочешь все попробовать, как-то замешать, миксануть, поварить, посолить, соусом еще фирменным своим полить. А по итогу что-то один ингредиент с другим не смешался, не сочетается, ничего, бульон скис, соус тоже протух, и кал какой-то получился несъедобный. Есть ебать какой угарный пример, идеально иллюстрирующий то, что я сейчас описал. В году в 2023, по-моему, ангоинг Сорвиголовы сел писать Саладин Ахмед. Брат, охуенное шоу, большой расход даем же есть. И это один из самых конченых комов, которые я вообще когда-либо читал. Типа первые номеров 15 серий максимально адекватные. Ахмед решил подойти к персонажу со стороны религии. Мэтт вот потерял память, вновь уверовал, основал детский приют католический, работает там пастором, вся хуйня. Как тут в его знакомых начинают вселяться смертные грехи. Сначала Фоги Нельсона подчиняет зависть, и он прям желчно кидает бывшего лучшего друга через хуй. Следом женщина-Халк от чревоугодия зовет Мэтта на свиданку, и вместе с ним объедается в рестиках. Тарелочница, пикми, босс KFC. Потом Бен Урих под влиянием гордыни пишет лживые статьи, очерняющие детский дом Мёрдока. Ложь! Ну и думаю, вы поняли, каждый выпуск посвящен встрече Сорвиголовы с одним из своих друзей и попытке изгнания демона. При этом сам Мэтт не до конца осознает, что вообще за заваруху происходит, и лишь постепенно вспоминает о своем супергеройском прошлом. Согласитесь, концепция крутая, прям байтит на прочтение. Однако ее одной Ахмеду оказалось мало, и он решил выпихивать в серию вообще все, что когда-либо случалось с персонажем. Разные костюмы, воспоминания из прошлого, романтик-линию с Электрой, разборки Кингпина и Меченого, руку, ногу,
ему палец в попу. И до поры до времени, несмотря на переполненность различными сюжетными линиями, история все равно работала кое-как. У писанина Ахмеда довольно быстрый темп, номер читается там минуты за 3, и в целом нормально, пусть будет. Но, видимо, в выпуске на так 20-м редакторы Ахмеду сказали, типа, лавочка закрывается, скоро новый том стартует, сворачивайся там. И он погрузился в безысходность, какую-то депрессию. И вместо того, чтобы отсеять зерна от плевел, выбрать парочку главных идей, которые стоит довести до конца, решил дописывать ран на ебанутом отвращении. Как ребенок вот в детском саду, который конкурс на самую кривую морду проиграл, и ему прям стало как-то обидно, погано на душе от несправедливости. Так что в последних 5 выпусках Сорвиголова зачем-то надевает костюм из 90-х, борется с каким-то типом, который всех бубонной чумой заражает, максимально жалко подкатывает к Электре и все время ходит как бомж. Причем буквально у него ни дома, ни друзей, ни хуя. И не как в «Рожденном заново», где он как бы ни за что, ни про что проебал жизнь. У Ахмеда в своих бедах виноват исключительно сам Мэтт. Так это все еще и не стыкуется с прошлыми номерами, ебаный ротик. Но момент экстаза от просто конченности абсолютной истории я испытал, увидев сцену, мне даже описывать это трудно. Сейчас вот вам покажу эту страницу, прильните к экрану и постарайтесь максимально проникнуться. Короче, знакомый Сорвиголовы Кол Норд работал там с Электрой по одному делу, и вскользь, ненароком в диалоге упоминает, что мы долгими ночами копались в этом дерьме, оба наши заслуги, вся хуйня, начинает свою речь толкать. Мэтт слушает эту трогательную тираду, и в ответ, как просто конченый Муди отвечает: долгими ночами? Во что это было? И сразу же осознает, что сказал полную хуйню, там даже такого подтекста быть не могло. Ему становится стыдно, он начинает безысходно извиняться перед Колом. Куда? Откуда? Зачем? Почему? Стыд. Так или иначе, если все-таки не уходить в крайности, Сорвиголова безумно интересный и комплексный персонаж. За 60 лет существования его образ, благодаря пачке культовых сюжетов того же Бендиса или Миллера, становился все крепче, принимал идеальную форму, твердел и в какой-то момент просто засох. Ведь каждый следующий сценарист хотел высказаться на темы, связанные с героем, дополнить мысли предыдущих авторов и совершенно забывал принести нечто новое, то, что двигало бы Дардевила вперед. Именно поэтому со времен Борна Гейна, помимо косметических заменений, замута с тайной личностью, для примера, Сорвиголова ни на каплю не изменился. Мэтт — это эдакий Иов из Библии, персонаж с чистой душой и добрым сердцем, которого раз за разом испытывает жизнь, отнимая самое дорогое и любимое, а он продолжает вставать и рождаться заново. Но мы, ёпта, не священное писание читаем, а супергеройские комиксы, где бум-бум, экшен, глобалочки, развитие, актуалочка. Поэтому логичнее сравнивать сложившуюся ситуацию не с Библией, с тем, как, знаете, ты после пьянки просыпаешься с жутчайшим просто похмельем и обещаешь, что все, с этого дня больше не буду пить. А через неделю, опять с корешами, какими-то левыми телками на хате. Дым-сюдым, водка по рюмкам, let's go. Day one day. Так и Мёрдок раз за разом обещает себе начать новую жизнь, не допускать ошибок, измениться, но в конечном итоге наступает на те же самые грабли. Потому с каждым следующим кругом становится все очевиднее. Мэтт врет сам себе. И в этом плане рот ебать, насколько искусственно условный Марк Уэйд подает мне историю. Ведь историю эту я слышал уже десятки раз. Я не верю персонажу, не верю в его перерождение и исправление, не верю его думам и переживаниям, не верю в сам комикс и не могу им проникнуться. Это все залупа. Это все фейк-щит. На самом деле ситуация безвыходная, безысходность опять. Сорвиголова так бы оставался героем с просранным потенциалом, если бы не один дерзкий ублюдок, который задал простой вопрос, меняющий все. Что вообще значит рожденный заново? Ну, это же абсолютно какой-то блаженный базар. Типа никто в жизни не может как-то насрать себе штаны, наделать чудовищных косяков, предать всех своих друзей, и потом сказать: ну, чё бывает, пацаны? Ну, day one делаем? Ну, let's go. Именно об этом подумал Чип Здарски и написал один из лучших all-time ранов на Сорвиголове. Я вот перечислял до этого беды, с которыми сталкивался Мэтт, раскрытие тайной личности, предательство, подставы, но так-то ни в чем из этого напрямую он не виноват. Всегда за неприятностями в жизни героя стояли заклятые враги, крысы за спиной, прочие недоброжелатели-вырожденцы. Это вообще вот такая черта книжек с картинками, где у нас персонажи будто из греческих мифов вылезли. Хотя на словах все не такие человечные, не идеальные. На деле Капитан Америка никогда по пьяни не выебет девушку своего друга, а Бэтмен в порыве ярости не ударит 10-летнего Робина. Сорвиголова из-под пера Здарски же напрочь ломает такой шаблон. В одну из ночей Дардевил, как обычно, погруженный в думы, слайдит по городу, видит уличное ограбление, но уверенно подлетает к преступникам, раздает тумаков и случайно убивает одного из них. Мэтт не может поверить, что он только что случайно забрал жизнь. Он не мог оступиться, не может быть такого. Он скрывается с места преступления, но и по классике сразу подозревает об очередной подставе со стороны Кингпина, Меченого, кого угодно, пытается переложить вину. Он погружается в расследование, шпионит за всеми врагами, послушивает их разговоры, пока не понимает: нет, никто из них не причастен. Он сам совершил этот поступок.
и сам должен будет понести за это ответственность. И вот в таком состоянии Здарский оставляет Мёрдока, чтобы он варился в собственном дерьме, рефлексировал, сталкивался с последствиями своих действий. Он не намерен отматывать произошедшее назад, чтобы быстрее перейти к возвышению героя. Нет, сценарист хочет, чтобы Мэтт, пожалуй, впервые в своей жизни совершил реальную ошибку и на полную ее ощутил. Ведь убийство невозможно исправить, забыть, отмахнуться перерождением и пойти дальше. Оно с тобой навсегда. И это все безумно круто стакается с повествованием в комиксе. Типа Здарский не сильно отличается от других авторов «Сорвиголовы». Ему тоже в руки попал вот этот вот герой, и он хочет там с лором поиграться, столкнуться с какими-то злодеями, персонажами другими, как-то раскрыть вот свои идеи в «Сорвиголове». Поэтому в процессе осознания и рефлексии сначала Мёрдок встречается с Карателем. Фрэнк вообще горд своим другом, ведь спустя долгие годы он отбросил устаревшие нормы морали и начал относиться к преступникам так, как они того заслуживают. С другой стороны, по душу Дардевила приходит Человек-паук, принуждающий повесить костюм на гвоздь, иначе лично остановит провинившегося Мэтта. Вылезает и Электро со своими вообще темами о войне кланов ниндзя, с посылом, мол, самое время убежать из города от проблем, как ты это обычно делаешь, и пойти наконец-то по-настоящему спасать мир. Не дремлет Уилсон Фиск, который так-то вообще мэр города, использует произошедшее, дабы объявить войну линчевателям в Нью-Йорке. Параллельно еще Мэтт находит себе новую библиотекаршу. Она еще по совместительству жена мафиози. Может, встретимся? А парень твой не будет против. А у меня нет парня. А чё за тип на аве? Муж? Ну мы типа друзья. Да знакомиться, я мистер ебучий придурок. И здесь связан один из лучших номеров в томе, где она приглашает Мёрдока к себе на ужин позлить супруга, и за столом собирается вся мафиозная семейка. На протяжении 20 страниц идет супер напряженный спор о законе, справедливости. Позиция Мэтта, в котором с учетом совершенного, очень такая вязкая, лицемерненькая. Короче, Здарский, постоянно сует тебя в ебало куча персонажей, ситуаций, сюжетных линий, дабы ты ни на секунду не мог заскучать. При этом параллельно, безумно медленно, аккуратно, на цыпочках, на кондициях, двигается арка самого Мэтта, который находится в нескончаемых переживаниях о содеянном. Он отказывается от костюма, пытается юзать способности во благо без мордобоя, любыми вообще способами исправить косяк. Однако в конечном итоге все равно возвращается к тому, с чего начинал. Ты на словах, может быть, извинился, изменился, простился, помылся, переосмыслил все у себя в голове. Но старые привычки, мотивы, помыслы, их не убрать одним днем, они остаются с тобой надолго. Вот и Мэтт, как бы не пытался выкарабкаться и что-то придумать, в конечном счете раз за разом вновь приходит к нарушению закона, вранью, адреналиновым покатушкам с Электрой и прочим мувам, которые лишь глубже закапывают его под землю. Ведь чтобы действительно исправить ошибку, он должен вернуться к тому, с чего все началось. Линчеватель не стоит выше закона, поэтому по закону и должен быть наказан. Сорвиголова садится в тюрьму. Че заметил, в комиксах в последнее время тюремная тематика поднимается все чаще и чаще. Это тренд какой-то новый? Кто следующий будет? Супермен, Мэр Гром, Техноспартанец? Хотя Техноспартанец уже сидевший под 2.8. Это уже фейл, чувак. Так или иначе, посадка в тюрьму — это крайне рискованный ход со стороны Здарски. Даже не в плане образа персонажа очерненного. Тут все логично и прям дух захватывает. Вон Чарльз Соул писал сюжет с громким пиздец названием «Смерть сорвиголовы». В 2026 году такой тайтл уже смешно просто слышать, но у Соула не хватило рис даже убить героя хотя бы на пару выпусков. Он название смог сгенерить жесткое, типа «Бля, смерть сорвиголовы, ёб твою мать». А следом сразу рот закрыл и отпёстываться начал. Ну не смерть, а кома, и вообще не умер. Простите меня, пожалуйста, больше так не буду. Сравнивая с этим грязным просто пиздоболом, Здарский по факту убил Дардевила как образ. Все, финита ля комедия, ваш человек без страха официально за решеткой прям в костюме кукует. Проблема, о которой я говорил, скорее в том, как этот комикс теперь читать. Ведь если Сорвиголова складывает в себя обязанности супергероя, о чем, блядь, серия «Сорвиголова»? Как он баланду ест и с сокамерниками в душе базарит. И вот тут как раз на подмогу пришли все те десятки сюжетных линий, которые сценарист аккуратно внедрял первую половину рана. Оказывается, что Ангоинг заложил настолько крепкую базу, что ему даже не нужен протагонист, чтобы работать и вызывать интерес. Какой Мёрдок? Там Электро моментально занимает его место в ебать дреповом костюме. Фоги пытается вытащить друга из тюрьмы и проходит собственную арку. Кингпин от безнаказанности начинает совершать все более и более решительные действия, готовясь к правлению дьявола. Правление дьявола — это, если что, ивент, который завершает Здарский. Вы можете предъявить, что вообще-то есть второй том про войну с карателем и бифом в аду. Но этот том хуйня, и поэтому я его не учитываю. Все, он выписан из истории. Я вообще в моменте понял, что расплываюсь тут в похвальбах Здарски, но он сам как сценариста не шибко гениальный. И в его Дардевиле есть косяки прям видные невооруженным глазом. Тоже строение сюжетных линий. Тебе чуть ли не каждую арку вводит полностью новый саппорт-каст из всяких телок, адвокатов, мафиозов, полицейских. Все они как бы, да, работают на динамику и поддержание темпа. Но и
история изначально камерная, в ней просто невозможно параллельно вести 20 комплексных сюжетных линий, которые были бы интересны читателю. Поэтому по итогу, когда герой свою функцию выполнил, он моментально идет нахуй, и о нем больше никогда не вспоминают. Наверное, отсюда вылезают и косяки поменьше, вроде того, что Фоги Нельсон умирает там и воскресает в рамках соседних выпусков. Или же суперпалевные филлерные номера, которые интересны сами по себе, вот как то, что я рассказывал про диалог Мэтта с семьей мафиозов, но имеют ровно 0 влияния на общую историю. Там даже рисовка с грациозного кикетта меняется на, блядь, куска говна какого-то, чтобы ты точно понял, насколько ненужную хуйню ты сейчас читать будешь. Тем не менее, подобные мелкие ошибки, не сильно влияют на общее впечатление от рана. Меня просто в моменте выбесили, слишком уж сильно они контрастируют с общим качеством кома. Ведь по правде, если читать его паком, выпуск за выпуском, а вы, сука, так и будете делать, потому что Здарский написал 95% великолепных номеров с накалом страстей, острым как лезвие ножа саспенсом и настолько высокими ставками, что ты просто выжат под конец как тряпка половая. Так вот, если читать его паком, все эти мелкие хуинки можно даже не заметить. Сейчас, чтобы понятнее стало, поставлю над вами эксперимент. Я прочитаю сейчас свои заметки, выпуски так 12-м сделанные, а вы в ответ скажите, это вообще нормальные претензии или вообще типа хуйня из пальца высосанная? Возвращение старый добрый, нежданный негаданный. Рубрика «Доебался». У нас идет большое побоище, боевик. Влиятельная семья послала в адскую кухню наемников, Меченого, Стилтмана, Кроссбоунса с указанием просто крушить все вокруг и убивать людей. Типа в отместку полиции за то, что они ранее, несмотря на запрет, спасали людей и останавливали приблотненных злодеев. И это все мощнейший боевик, чувствуется масштаб, угроза, эпик, все взрывается, ты и так максимально увлечен. Тут тебе сует другой твист с тем, что монашка, у которой причащался Мэтт, оказалась тифозной Мэри. Будто бы перебор. Не знаю. Это вот претензия была вообще. Если вот вам сейчас показалось, что это полная хуйня какая-то из пальца высосанная, то со спокойной душой залетайте. Даже не заметите мелкие косяки сценарные какие-то. Так вот, правление дьявола. По сюжету Кингпин окончательно прижимает к ноге всех линчевателей в Нью-Йорке и собирается установить над городом тотальный контроль. Сорвиголова соглашается помочь суперам остановить своего архиврага и наконец-то покидает стену тюрьмы. Тут прям чувствуется дух ивентов из нулевых по типу гражданки. Когда задается какой-то необычный цепляющий концепт, вроде того, что Фиск устраивает охоту на героев, и на него уже насаживается жирок. Повествование переключается между кучей различных персонажей, сцен, мини-зарисовок. То Человека-паука Бена Рейли пытается задержать громоверсы. Какие громоверсы? Про них отдельная лимитка параллельно выходит, почитай. То Люк Кейдж хочет спасти город и ненароком выставляет себя мега душевным, крутым типом для обычных людей, что тоже аукнется в финале отдельных других серий. То развивается линия Электры с кланом Руки, и про нее тоже отдельная мини-серия. Еще десяток мега интересных сюжетов, которые как сами захватывают по себе, так и не успевают приесться, потому что длятся буквально по паре страниц. Но это еще не все, ведь в правлении дьявола применяются и более актуальные тенденции. Годов эдак 10, когда каждый ивент исходил из какого-то ангоинга. В случае Devil's Reign сорви головы. Потому что в центре всех таинов, героев и ответвлений все равно стоит Мэтт Мёрдок и его персональная арка. Тот же Фиск настолько обозлился на линчевателей из-за проеба именно Мёрдока. Дело в том, что Daredevil не только ненароком убил человека, так еще и несколько лет назад заставил весь мир забыть свою тайну личности. Это вообще произошло не в этом ране, но тогда сюжетка опять уперлась в было и было, что рефлексировать, что весь мир наебал, проехали. Поэтому Здарский решил вернуться к теме о стертом из истории альтер-эго и нормально уже ее раскрыть наконец-то, подвязав ее к череде чудовищных проебов протагониста, от которых он все это время уходил простым вот этим базаром за рождение заново. Так что по итогу события работает как для нового читателя, так и для прошаренного типа, который сечет вообще за лор персонажа его былые блаженные движения. Сейчас можно, конечно, дальше продолжить грязно базарить и сказать то, что Devil's Reign подобным скрещением подходов, он задал тенденцию для будущих One World Underdoom'ов и Бладхантов. Но это все задротский такой пиздеж, это не особо интересно, поэтому давайте поговорим все-таки, о чем же ран Здарски. К чему тут все, что я базарил минут 20? Эволюция персонажа, эскапизм там и попытка скрыться от проблем за красивыми фразами, последствия собственных ошибок, которые рано или поздно настигнут, бля-бля-бля. Почему в конечном итоге сорвиголова никогда не родится заново? Ну, наверное, потому что супергерои должны сподвигать людей становиться лучше, сильнее, а быть сильным — это трудное дерьмо. Ведь как легко сказать: да, мне просто не повезло. Как легко перекинуть проблемы на судьбу и несправедливость. Как, блять, легко дополнить этот базар инфантильной хуйней
статьей о рождении заново, тем самым отбросив груз прошлого. В комиксе на самом деле много внимания уделяется мыслям о фатализме, мол, предрешена ли судьба или нет, есть ли в жизни человека свобода воли. И под это даже отдельный персонаж придуман, эдакий ангел-хранитель Мэтта, который всегда был, оказывается, рядом с ним и влиял на его жизнь. Абсолютно блаженная хуйня. Будь ты христианином, солипсистом, кришнаитом, верующим в аффирмации или трансерфинг реальности, в конечном итоге плевать, как и почему случилась беда. Ты кузнец своего счастья, и ковать его должен сам, через нервы, боли, слезы. Трудно признать, что ты неудачник и лошара. Трудно действительно меняться и исправлять свои ошибки. Трудно ощущать последствия былых действий из прошлой жизни. Трудно каждый день сражаться со всеми слабостями и пороками. Трудно быть сильным. Ведь как бы оно там ни было, возможно ли исправить ошибку и не повторять ее, став лучшим человеком? Или это уже предопределено, и Мэтт вечно будет ходить по кругу? Не так важно. Главное не останавливаться, бороться, действовать, пытаться. Ты никогда не сможешь избавиться от своего прошлого. Никогда не начнешь жизнь с чистого листа. И никогда не родишься заново. Но это не значит, что надо смириться и опустить руки. Я мужчина, не тучусь, die hard как Брюс, дал крепкий орешек на туз,